Приветствую. Крипторынок растет, монета Экси вообще летит на Луну, а вот после взлома биржи Торчейн монете Rune не позавидуешь. Падает почти на 15%. За последние сутки биткоин теряет 25% шортовых позиций, уже мало кто хочет его шортить, практически полностью закрыты шорты недельной давности, а по эфириуму пока без особых изменений. Шорты и лонги на прежних уровнях. По обороту торгов за последние 24 часа снова у нас изменения, вчера только Dogecoin был в топе. Сегодня же его даже нет на первом экране, приходится мотать вниз, чтобы найти Dogecoin. Axie Infinity увеличивает оборот торгов за последние сутки и поднимается выше, чем она обычно находится в данном топе. Индекс страха и жадности сегодня у нас показывает цифру 23, это по-прежнему экстремальный страх, но уже второй день данный показатель все больше. Это хорошо. В целом мы по-прежнему находимся в диапазоне от 30 до 10, и это рекордная по продолжительности серия настолько низкого показателя индекса страха и жадности. Биткоин сезон у нас не хочет наступать. Сегодня индекс альт-сезона снова пошел наверх, показал цифру 37. А все потому, что доминация биткоина начала уменьшаться в пользу альтов. За последние сутки ликвидировано 44 тысячи трейдеров на общую сумму 140 миллионов долларов. И уже третий день подряд большинство из них это шортисты. Давно мы такого не видели. Сегодня это почти 70%. Grayscale за последние сутки ничего не стали покупать, а лишь распродали свои активы. Снова все в минусе. А вот тот самый график, на котором мы ждем пересечения показателя индекса страха и жадности и Google трендов, и на сегодняшний день мы находимся практически на одинаковых значениях. Если тенденция сохранится, то уже на следующей неделе мы можем увидеть четкое хорошее пересечение, что будет означать возможность роста цены биткоина. Топ-10 монет по социальной активности за прошедшие сутки выглядит данным образом. Радует, что биткоин и эфириум находятся на первых двух позициях. Обычно же здесь занимают места какие-то малоизвестные шиткоины. Но если смотреть топ монет, которые ищут на сервисе CoinGecko, то здесь ни биткоина, ни эфириума мы не найдем. Здесь большинство позиций занимают игровые монеты. И к вопросу об игровых монетах, вот 10 из них с наибольшей капитализацией на сегодняшний день. В принципе, если учесть то, что сейчас идет тренд на данные монеты, можно их рассмотреть, найти точки входа, и если это будет соответствовать вашей торговой стратегии, то войти по ним в лонг. Резервы биткоина на биржах продолжают удерживать свои значения. После резкого роста мы пока без особо сильных движений. Объем покупок и продаж после трехдневного роста вновь у нас резко пропал, и за последние сутки он находится примерно на средних значениях. Приток биткоина на все биржи по-прежнему также без особых изменений. Показывает средние значения, без сильных колебаний. А вот чего давно мы не видели, это увеличение резерва эфириума на биржах. После достаточно долгого снижения данного показателя мы уже второй день увеличиваем резервы эфириума. Ранее на истории наблюдалось, что при падении резерва цена у нас растет. Чего, конечно, нельзя сказать о последних событиях. При падении цены у нас снижался и резерв. Посмотрим, как отыграет теперь увеличение резерва. Если оно не слишком долго продлится, я думаю, это будет просто как коррекция. А резервы стейблкоинов на бирже вновь устремились на покорение своих исторических максимумов. За последние сутки мы вновь увеличили данный показатель. Пару дней назад майнеры решили немного распродать свои активы, но таких было немного, видимо, они продали, и данный показатель вновь возвращается на предыдущие значения, что означает, что майнеры в основном не продают. Продажи случились на снижении хешрейта, хешрейт пошел в рост и продажи пропали. За последние сутки сложность майнинга увеличилась. Из новых событий по монетам. Монета Helium анонсировала выпуск Helium 2.0 на 29 июля. На бирже Femex также запланирован листинг сразу нескольких монет. Это будет Polkadot, Kusama, Stellar и Algorand. Из интересных новостей. Bitcoin Depot объявляет о долгосрочном партнерстве с Circle K в США и Канаде. Bitcoin Depot это крупнейшая и быстро растущая в мире сеть банкоматов Bitcoin. И вот они объявили сегодня об эксклюзивном международном партнерстве с Circle K. А это значит, что они будут расширяться на 700 банкоматов в 30 штатах, что позволит конечному пользователю обменивать наличные деньги на криптовалюту. Мы рады создать долгосрочное стратегическое партнерство с Circle K и расширить наше присутствие на международном уровне с мировым лидером в области удобства и розничной торговли топливом. Об этом заявил генеральный директор сети биткоин-банкоматов. Circle K – это сеть АЗС, которая раскидана по 30 штатам в Северной Америке. Это, несомненно, отличная новость, которая положительно повлияет на популяризацию криптовалют. Еще одна классная новость – это твит
Twitter добавит поддержку биткоина. Глава Twitter Джек Дорси назвал биткоин одной из 3 ключевых тенденций, определяющих будущее социальной сети наряду с искусственным интеллектом и децентрализацией. Если в сети есть нативная глобальная валюта, мы можем развивать намного быстрее свои продукты. Благодаря этому мы сможем охватить каждого человека на планете. Конкретных дат каких-то не было озвучено, поэтому не думаю, что это произойдет очень скоро. Но то, что глава такой крупной социальной сети заявляет об этом уже сейчас, несомненно положительно повлияет на цену биткоина. А вот эта самая новость про биржу THORChain. Она снова подверглась еще одному взлому, на этот раз на 8 миллионов долларов. И именно поэтому монета Rune теряет так стремительно в своей цене. Хакеры запустили специальный контракт, который обманул смарт-контракт Bifrost, мост в сеть эфириума. Смог получить депозит из поддельных активов, после чего сеть обработала перевод хакеру реальных токенов. Интересен тот факт, что хакер намеренно ограничил ущерб. Получается, что он просто пожалел пользователя и не стал вынимать все деньги из биржи. Забрал только 8 миллионов долларов, а мог и побольше. Чан Пенджао заявил о планах Binance US выйти на IPO. Binance — это биржа, которая располагается и создана исключительно для пользователей Соединенных Штатов. Джао заявил, что Binance находится в состоянии перехода от технологического стартапа к финансовому сервису, и он не исключил усиление регуляторного давления после того пристального внимания, которое власти уделили платформе. Компания Amazon разместила вакансию специалиста с опытом в блокчейн-сфере. Это вполне может означать, что в Amazon планируется внедрение оплаты криптовалютой, а также они готовятся к тому, что скоро многие страны будут вводить свои цифровые государственные валюты CBDC, и эти платежи нужно как-то будет обрабатывать. До этого в 2019 году они уже размещали подобную вакансию, но потом просто убрали из списка требований упоминание про блокчейн. А вот и еще один банк, на этот раз NatWest, заблокировал переводы на Binance. Это уже, по-моему, 3-й банк, если не больше таких было, которые просто отказываются работать с Binance из-за законов, которые принимают в Британии. Конечно же, они ссылаются на беспокойствие о своих пользователях, но как следует из скрина, который один из пользователей сделал в переписке с техподдержкой, отказ переводов с карт на Binance происходит из-за регуляторной неопределенности вокруг биткоин-биржи. Посмотрим, что у нас происходит на графике биткоина, и за последние сутки он у нас показал рост. Лимитники у меня по-прежнему здесь расставлены, но и часть позиции я уже открыл ранее. За последние сутки ничего особенно не изменилось, мы по-прежнему идем наверх, и глобально прогноз без изменений. Жду также движения наверх. Стоп за начало импульсного движения. По эфириуму такая же ситуация. Особых откатов не даем. Рост продолжается. Лимитники выставлены. Часть позиции куплена. Стоп за начало роста. Радует, что мы здесь пробили скользящую 200-ку среднюю. Сейчас закрепляемся. И вполне возможно, что движение дальше продлится без особых коррекций. Но в случае коррекции лимитки на покупку уже наготове. Ну и по Ripple в принципе такая же ситуация. Также рост без особых коррекций. В перспективе пока также увеличение цены. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!